Привет, друзья! Меня зовут Полина, и сегодня я хочу рассказать вам об одной замечательной детской выкройке. Я нашла ее в журнале Бурда, и она мне очень понравилась. Поэтому я сделаю на нее обзор, а также очень подробно покажу, как я сшила по ней вот такой теплый детский костюмчик. Но прежде чем мы начнем, не забудьте обязательно подписаться на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Сначала я расскажу о выкройке. Точнее, это даже не одна выкройка, а сразу несколько выкроек. Здесь два варианта брюк, попроще и посложнее, два варианта анарака или худи, покороче и подлиннее, у которых еще два варианта верха. Это капюшон или высокий воротник. Все это можно комбинировать самым разным образом и получать как минимум 8 разных комплектов. Размеры, то есть рост здесь со 104 до 164 сантиметров. Так что выкройки хватит надолго. Я планирую использовать ее очень часто и для домашней одежды, и для уличной. Ссылку на эту выкройку я оставлю в описании. И сразу очень важное замечание для детской одежды. В этой выкройке в размере уже заложена прибавка на вырост. Добавлять ничего не нужно. То есть, если сейчас рост вашего ребенка 110 сантиметров и носить этот костюм он будет в ближайшее время, то выбирайте размер 110 и ничего не добавляйте. Как раз получится с нужным запасом. Для зимнего костюма я выбрала вариант штанов с манжетами и карманами. С манжетами прибавка на рост не мешает ребенку ходить, и это очень удобно. Анорак я выбрала длинный с высоким воротником, потому что капюшон и так есть на зимнем комбинезоне. И у комбинезона такая модель, что второй капюшон просто будет мешать. Поэтому я искала выкройку именно без капюшона с высоким воротником, с которым даже не нужен шарф. Также мне очень понравилась длина анарака, на зиму это самое то. Я шила костюм из футера трехнитки с начесом, и он получился очень теплым. Гулять в нем можно часами. Для украшения худи я выбрала геометрическую вышивку. Мне очень нравится такой дизайн, и эту вышивку я делала на вышивальной машине. Но на обычной это не намного сложнее. Недавно у меня вышло видео на эту тему, где я подробно разбирала разные способы такой вышивки. Ссылочка на него будет в описании. Вышиваю я всегда до того, как начать кроить. Это гораздо проще и удобнее. После того, как вышивка была закончена, я выкроила полочку так, чтобы картинка была ровно посередине. На выкройке также есть разметка для карманов, ее я тоже сделала. И обязательно отметила центры всех деталей, чтобы было удобно их соединять. Припуски на швы у меня 1 см. Сшивать все детали я буду на оверлоке, но сначала сделаю некоторые операции. Начну с отверстий в воротнике. Я буду делать их без люверсов. Подобные отверстия хорошо подходят именно для плотных тканей. Деталь воротника я положила лицевой стороной вверх, затем я вырезала дополнительные детали. По размеру они должны быть раза в 2-3 больше, чем наши отверстия. Их потом можно скорректировать. Главное, чтобы был запас ткани. Следующее, что нужно сделать, это совместить центры будущих отверстий с центрами квадратиков. Детали я складываю лицом к лицу. Лучше взять контрастную нитку, потому что она служит еще как маркер, по которому мы будем все равнять. Теперь нам понадобится шаблон для будущего отверстия. Шаблон нужно приклеить на ткань, совместив при этом нитку-маркер с центром окружности. Можно закрепить ткань иголочками. Теперь нужно аккуратно, не спеша, прострочить по шаблону. Вырезаю отверстие, изнутри оставляю небольшой припуск, буквально 1–1,5 мм. Ткань толстая, поэтому режу с двух сторон и выворачиваю кольцо наизнанку. Вот такое отверстие получилось. Теперь его нужно хорошенько отутюжить. Дальше я буду оформлять край отверстия. Снова приклеиваю шаблон
Его радиус на полсантиметра больше, чем у отверстия, и точно так же прострачиваю. Советую взять для этого такую лапку, чтобы было хорошо видно процесс шитья, тогда круг получится аккуратным. На воротнике, который я шила, отверстия находятся очень близко к сгибу детали, поэтому я очень сильно укоротила припуски и вручную обшила их по краям. Вот такие аккуратные отверстия у меня получились. Затем я пришивала накладные карманы. Сперва обрабатывала края, потом подогнула и прострочила на расстоянии 1 мм от края. Верхний срез кармана я подогнула, пришила потайным швом с изнанки, чтобы сверху не было лишней строчки. Мне кажется, что так смотрится гораздо интереснее и аккуратнее. Теперь осталось все это собрать. Вместе сшить детали полочки, спинки, пришить рукава. Боковой шов и рукава, как обычно, я прострачивала вместе одним швом и затем уже пришивала воротник и манжеты. На самом деле для моего оверлока это был первый опыт пошива толстого футера в 4 слоя, и он с ним не справился. Максимум он берет 3 слоя, а затем начинают ломаться иглы. Может, дело в иглах. Я попробую с ними поэкспериментировать. Если вы много шьете такой материал, то напишите, пожалуйста, в комментариях, что делаете в такой ситуации. Но пока решение не нашлось, приходится отдельно пришивать половину манжеты, затем обрабатывать свободный край, а потом подгибать и прострачивать на швейной машинке. В следующий раз я куплю для манжетов кашкарсе. К сожалению, набор кашкарсе с футером нужного цвета появился, когда я уже купила эту ткань. Вот буквально прямо на следующий день, а цвет был для меня очень важен, потому что именно такой цвет попросил у меня сын. Это он придумал сшить пепельно-сиреневый костюм. Классный цвет, кстати, но мне пришлось морочиться. Вдоль некоторых швов я прошлась двойной иглой. Распашивалки у меня пока нет, но мне показалось, что в итоге получилось довольно аккуратно, несмотря на то, что я только привыкаю к оверлоку. Шнур для воротника я решила сделать из того же самого футера. Мне очень нравится, как выглядит шнур в тон основной ткани. Для того, чтобы сделать шнур, я отрезала полосу шириной 5 см. Эту полосу я сложила пополам, лицевой стороной вовнутрь и прошила на оверлоке на расстоянии 1 см от края. Можно обойтись без оверлока, но край нужно все равно обработать. Самое сложное – это вывернуть шнур на лицевую сторону. Для этого я недавно купила вот такой полезный набор. Стоит он очень дешево, но очень помогает в работе со всякими тесемками, шнурами и резинками. Ссылку на него я оставлю в описании. Первый инструмент похож на пинцет, который захватывает край шнура и фиксируется с помощью специального колечка. Зафиксированный шнур можно без проблем выворачивать. Второй инструмент нужен для того, чтобы продевать шнуры или резинки в отверстия. После того, как шнур продет, осталось только завязать его концы и подровнять. Худи я дошила. Теперь расскажу про брючки. Сначала я сделала боковые карманы в швах. В качестве мешковины карманов я взяла свой старый топ. Так я иногда перерабатываю ненужные вещи. А норак довольно длинный, поэтому карманы я могу сшить из более тонкой ткани, продувать ничего не будет. Я складываю основную деталь с деталью кармана лицом к лицу. Место входа в карман я проклеила тонкой полоской флизелина, чтобы оно не теряло форму. Затем я прострачиваю вот таким образом, отступая от края длину припуска на шов.
потому что у меня карман в боковом шве. Надсекаю в углах и переворачиваю на лицевую сторону. Отмечаю места, где эта строчка заканчивается, и строчу по подкладке на расстоянии 1 мм от края. При этом я не залезаю за предыдущий шов. Именно для этого и нужна разметка. Расправляю вход в карман и фиксирую его в таком положении. Затем я беру вторую деталь мешковины кармана и соединяю их на оверлоке. По краям входа в карман я делаю закрепочные строчки. И теперь осталась самая сложная для меня часть. Это соединить обе части штанины и не зашить при этом карман. Я не спешила, поэтому все получилось аккуратно. Точно так же я сделала со второй штаниной и затем начала собирать брюки. И вот такие теплые штанишки у меня получились. Ребенок был, конечно, особенно счастлив, что можно самому выбрать цвет, выбрать рисунок, а потом еще это все носить. Я очень довольна, что нашла эту выкройку и что смогла сшить костюм именно таким, каким он задумывался. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такая вещичка. И, конечно же, не забывайте подписываться и ставить лайк, если видео вам понравилось. Скоро мы увидимся снова. У меня просто куча планов, так что не пропустите. Пока-пока.